Друзья, приветствую вас! Давайте рассмотрим, какие события сегодня предполагаются и что нам ждать по движению доллара, евро, нефти, рубля и других активов на открытии российской фондовой площадки. Так, давайте начнем с календаря. По Японии вышла негативная статистика по розничным продажам. В 11:55 сегодня изменение количества безработных в Германии, то есть это состояние экономики Германии и, соответственно, влияние на курс евро. В 15:30 ВВП США здесь хотят показать 30-31% рост. То есть фактически восстановление. Вот от этого показателя зависит, что будет происходить с рынками. Если показатель окажется все-таки выше 30-31%, то мы увидим, скорее всего, отскок и рост, даже независимо от локдаунов и второй волны ковида. Вот. Но если этот показатель выйдет более слабый, то скорее всего тут все просто в штопор перейдет и уже как бы ни о каком восстановлении или даже отскоке дохлой кошки речи идти не будет. Так, мало этого, еще число первичных заявок на получение пособий по безработице. Но здесь предполагается, что результат будет положительный по ряду причин. И сегодня ЕЦБ объявляет по поводу своей монетарной политики, кредитно-денежной политики. Вот, соответственно, в 15:45 здесь будет движняк по евро. И в 5 часов индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США. Но сегодня день такой очень мощный, насыщенный выходит. Так, ну и вот еще такой достаточно интересный момент. Кредитно-дефолтные свопы. То есть это страховка от неблагоприятных последствий в экономике. То есть это страховка от того, что в какой-то стране, в каком-то государстве будет какой-то трэш происходить. Вот по России достаточно значительный рост кредитно-дефолтных свопов на 6 месяцев, 1 год и 2 года. Наибольший рост на 1 год, то есть страхуются от рисков потрясений, которые в течение года в Российской Федерации ожидают. То есть дедлайн октябрь-ноябрь 2021 года, когда риски достаточно велики, во всяком случае воспринимают инвесторы, спекулянты, хедж-фонды. Так, ну давайте посмотрим, что происходит у нас с индексом доллара. Индекс доллара у нас пробил сильный уровень, закрепился уже, можно сказать, выше этого уровня. Соответственно, если хотя бы сегодня-завтра проторговка выше этого значения, высока вероятность того, что на следующей неделе, а может быть уже и на этой, мы пойдем пробивать 94 и возможно 94,5. Вот такое движение, если образуется, это будет не очень хорошо, потому как это приведет к полномасштабному риск-оффу и падение всех рынков развивающихся стран. И сейчас как бы вот это движение, оно очень важно, к чему оно приведет. Ну и соответственно здесь привязка к двум событиям. Помимо информации о ковиде, которая поступает, это сегодня заседание выступлений ЕЦБ и сегодняшние данные по ВВП США. Вот, соответственно, если здесь у нас сегодня развивается негатив, то скорее всего мы улетаем даже на 94,5. Если на текущий момент оперировать более старшими таймфреймами, это недельные, месячные и так далее, то у нас как бы получается, что в августе-сентябре произошел разворот в индексе доллара, и цель движения наиболее вероятно это 97,4. Вот, опять же, здесь есть ряд моментов, которые должны реализоваться для того, чтобы это произошло. В частности, пробой сначала 94 и потом вот этого диапазона. Вот, если это будет сделано, то скорее всего здесь движение состоится на 97,4, вот сюда, вот в эту область. Вот. Судя по динамике движения, действительно здесь, наверное, произошел разворот. По крайней мере, на текущий момент, если не будет возврата в область 92.38, 91.87 в ближайшем обозримом будущем, там неделя, 2-3, то скорее всего пойдет, разовьется движение, цель которого будет 97,4. Соответственно, такое движение это полномасштабный риск офф и снижение развивающихся рынков и очень большое давление на рубль. Судя по состоянию кредитно-дефолтных свопов на Россию, западные инвесторы ожидают, что этот год у нашей страны будет очень непростой.
Так, но текущие данные по ковиду весьма и весьма напряженные. Они указывают, что никакого облегчения ситуации ни в Штатах, ни в европейских странах, ни в России не наблюдается. То есть идет полномасштабный рост. Ну, тут уже как бы прямая с наклоном 45 градусов, возможно, даже экспонента. Если оперировать официальными источниками информации, то в частности американский так называемый Минздрав в лице того самого известного доктора заявляет, что до января не стоит ждать никаких вакцин, более или менее дееспособных и произведенных в достаточном количестве до января 2021 года. На самом деле, я так думаю, что вопрос создания вакцины от ковида, он решится в лучшем случае к концу 2021 года. Речь не идет о каких-то заявлениях или о каких-то там псевдотутылечках, которые всем будут колоть. Речь идет о препаратах, которые они реально будут работать. То есть их будут использовать, и они действительно будут давать воспроизводимые надежные результаты по предохранению людей от этого заболевания. Но с моей субъективной точки зрения вопрос решится тем, что будет накоплен достаточный опыт по лечению и противодействию этого заболевания, плюс выработается так называемый коллективный иммунитет. Я до этого сказал стадный иммунитет, меня поправили, написали коллективный. Да, это коллективный иммунитет. И таким образом, скорее всего, это заболевание оно станет на уровне гриппа. Это мое субъективное мнение, то есть я могу ошибаться, могу заблуждаться, но моя база знаний подсказывает, что скорее всего будет именно так. И все вот эти вакцины, которые чудесные будут создавать, они скорее всего на практике не будут столь эффективны. Единственное, вот у меня есть только ряд моментов и предположений по поводу тех вакцин, которые предоставят Россия и Китай. Возможно, эти вакцины будут работать, но тогда следующий вопрос у меня возникает. Если эти вакцины будут работать, а период создания вакцин несколько лет, но это просто из практики следует, то когда эти вакцины вообще начали создавать и тестировать? В каком году? Вот. Если эта процедура идет уже много лет, то тогда, конечно, такие вакцины, они, наверное, будут работать. Вполне допускаю, что, возможно, китайские препараты, они базируются на тех разработках, которые делали, когда возник SARS, атипичная пневмония, это тоже коронавирус. Вот. И вполне как бы на базе их вакцин, которые они предлагают, планируют предложить, возможно, действительно будет тот препарат, который будет эффективно работать. Вот. Но это при условии того, что разработки уже давно велись в этом направлении, все это дело тестировалось, проверялось, и оно действительно дает репрезентативные результаты. Ну и, кстати, по поводу ковида, в Америке он вообще 3 волны насчитали, но там вторая волна, она была, когда началось движение Black Lives Matter, то есть из-за всплеска социальной активности пошел рост заболеваний. Поэтому в Америке здесь вообще фигура голова и плечи получается по ковиду. Так, друзья, давайте теперь перейдем к российскому рынку. Позиции на форте. Юридические лица сделали ставку на то, что РТС будет продолжать падать. Вчера график по РТС рассматривали. Здесь ситуация следующая. Либо 105 тысяч по декабрьскому контракту будет консолидация и отскок, или же движение, скорее всего, разовьется на 94 500. Сбербанк, здесь ставка на то, что Сбер будет проседать, но здесь такая ставка, она не очень уверенная, если рассматривать изменения длинных и коротких позиций за вчерашний день. Так, а вот по Газпрому делают ставку на отскок. Ну, смотрите, здесь действительно Газпром пришел в диапазон 155-158. И если не будет особого негатива на мировых рынках, если будет хоть малейшая возможность консолидироваться и отскочить, то, скорее всего, Газпром вот этого диапазона вполне уже может отскочить. Так, по ГМК делают ставку на то, что ГМК будет проседать. Доллар-рубль. Здесь огромное срезание коротких позиций, рост длинных позиций. Видимо, вчерашние ставки, которые делали юридические лица, они оказались для кого-то очень неудачные. Напомню, что вчера, 27 октября, по факту завершения, на сегодняшний день делали ставку на
укрепление рубля, чего, как мы с вами видим, не произошло. Так, евро-рубль. Здесь ставка на боковик. Ну, коротких позиций срезали чуть больше, чем длинных, но тем не менее такой верной ставки на то, что евро продолжит свой рост к рублю, здесь нету. Евро-доллар. Евро-доллар, здесь огромное сокращение длинных позиций, то есть делают ставку на то, что евро потонет. Так, по нефти ставка на то, что нефть продолжит падать. По серебру ставка на рост, значительное сокращение шортовых позиций. И по золоту ставка на отскок на рост золота. Но золото действительно сильно просадили. Единственное, оно немножко не допадло. Вот ему бы на 1850 сходить, и цены бы не было. Природный газ, здесь ставка на снижение. Так, друзья, давайте вернемся к графикам. ВИКС. Ну, ВИКС вчера побил все рекорды. Он улетел в космос. Вообще, как бы цель была 35. Он превзошел ожидания, улетел на 40. Ну, негативный знак, очень негативный знак, потому что рост волатильности, он, как правило, приводит к тому, что рынки раскоррелируются, идут в разнос, и все это дело начинает стремительно падать в какой-то момент. Поэтому здесь у нас есть определенный дедлайн, по крайней мере на горизонте он нарисовался. Вот должен быть отскок вниз, уход от текущего значения до 45. Если вот из этого диапазона вниз он в ближайшее время не уходит, и не возвращается хотя бы в район 30-29, то это будет говорить о том, что, увы, мы, наверное, посыпемся и не дожидаясь американских выборов, а возможно сразу после них. Так, ну и вот SFD на американский фьючерс S&P. Здесь сейчас достаточно позитивная динамика идет, он пытается закрепиться выше 3300. Но вот 3300 и далее 3320, вот этот вот диапазончик, у него магический уровень. Соответственно, если он сюда затягивается и начинает здесь закрепляться, проторговываться, то это говорит о том, что ситуация все-таки разрешится в положительную сторону и сейчас обвала не произойдет. Вот. Но судя по динамике ВИКС, сегодняшней динамике, которая будет сегодня, здесь надо будет внимательно посмотреть. То есть он отбился и ушел вниз, или, соответственно, пошел рост 40+. Если пошел рост 40+, то вот этого движения либо не будет, либо оно произойдет на коротком временном интервале, и потом пойдет падение, цель которого уже будет в районе 3000. Вот здесь может быть сдерживание движения, если сейчас развернется падение. Но, скорее всего, вот этот диапазон будет быстро пройден и сформируется движение на 3000. Вот, поэтому сегодня, исходя из значения индекса волатильности, который очень сильно влияет на движение рынка S&P, либо мы разворачиваемся по ВИКСу и уходим вниз, соответственно, тогда S&P закрепляется выше этого значения. Вот, или же, если ВИКС остается на текущих значениях и начинает расти, то у нас по S&P будет первая цель движения сюда, и потом, скорее всего, будет движение на 3000. Но надо ли говорить, что если такой поворот сейчас произойдет, точнее не поворот, а вот эта тенденция на снижение продолжится, это будет достаточно большое и негативное давление на рубль и российский фондовый рынок. Так, друзья, далее нефть. По нефти не очень хорошо, что вчера закрылись ниже 39,62. Вот, но сегодня она пытается развернуться. Если все-таки сегодня этот разворот состоится и мы закрываемся выше 39,62, это указывает на то, что вероятно, что отсюда пойдет отскок, цель которого сначала 40,83, потом 42. Вот. Если сейчас все-таки развивается движение вниз, и мы этот диапазон пробиваем, то цель движения 35,5, потом 33. Обращаю внимание, что для многих производителей нефти, особенно для американских, диапазон выше 38 плюс по бренду, он является ключевым. И поэтому, скорее всего, вот начиная, когда будет подход к 39-38,5, здесь, как вот это было ранее, нефть будут активно выкупать и не давать ей падать. Вот. Но с другой стороны, если здесь пробой все-таки будет, то тут уже, скорее всего, мы посыпемся и цель будет 35,5. Вот. Но пока на текущий момент все-таки идет попытка разворота. И судя по часовому графику, у нас сегодня цель движения это забраться вот сюда, вот на 40,9. Возможно, даже на
1,6. Но обращаю внимание, если сейчас отсюда пойдет движение с пробитием 39,2, 39,1, то скорее всего никакого отскока наверх не будет, и все это дело начнет сыпаться и очень активно. Так, друзья, далее золото. Ну смотрите, чуть-чуть не допадали, $19, но ничего страшного. Вот сейчас на текущий момент времени, если мы сегодня получаем пробой 1885, то у нас уже сегодня же цель движения может составить, ну как минимум 1901, 1900-1901, а в идеале возможно даже на 1905 сходить. Вот. Но если мы 1885 не пробьем, не закрепимся, тогда у нас получается боковик 1875-1882. Если бы оно на 1850 допадало бы, то отскок был бы более уверенный. Вот. В том случае, если сегодня мы получим движение вниз и пробой 1869, то тогда у нас цель движения будет 1850. Но пока как бы ничто не указывает на то, что вот это падение оно будет продолжаться. Так, друзья, далее рубль-доллар. Обращаю внимание, что вчера какое-то просто гигантское количество ОФЗ разместили, там, по-моему, 400 или 500 миллиардов рублей. Ну и то, что это было на падающем рубле, это достаточно тревожный знак, пакует рублевую ликвидность. Итак, что у нас по рубль-доллар на сегодня? Нефть отпадала, пытается развернуться. Вот у нас остается последний рывок, это 79,97, ну 80 рублей. Вот от текущего значения 79,23 до 80, вот здесь должен произойти отбой и разворот. Если такового не происходит, то у нас следующая цель движения это диапазон 82,5-85. Ну и соответственно сейчас на открытии, если будет пробой на объеме и закрепление выше 80, то вполне вероятно, что уже сегодня или завтра пойдет движение в диапазон 82,5-85. Если сейчас от текущего значения на открытии или вот от этого диапазона пойдет разворотная формация, то у нас цель движения это корректирующий отскок в район 78,3. Вообще на самом деле, если рассматривать динамику торгов за длительное время, ну как с 2014 года, то наиболее устойчивая цена это 77,2, 77,3. То есть он на эту, вот сюда вот у него здесь сильный уровень проходит, он сюда будет по-любому стремиться вернуться. Вопрос только когда и какая будет траектория. Это будет сейчас или это будет движение через там 95, 100, 115. Вот. Я все-таки думаю, что, наверное, вот здесь вот очень активно сейчас включится либо Центробанк, либо дадут кому-то задание погасить панику. Если такового не произойдет, и мы начнем торговаться на 80, в районе 80, чуть выше, то в ближайшее время нас, скорее всего, ожидает курс уже в диапазоне 82,5-85. Так, друзья, далее евро-рубль. Tomorrow котировка, дневной таймфрейм. Здесь у нас ситуация схожая с долларом. Немножко вот сюда вот подтянуться. И далее либо пробой 93,3 и уход на соточку. Или же здесь разворотная формация и отсюда движение с целью сходить на 91,5. Вот сюда вот. Вот. Но это как бы в идеале, а вообще как бы откатиться хотя бы на 92. Поэтому сегодня на открытии будет стоять вопрос, пробьется, не пробьется двойная вершина близлежащая. Если она и по евро, и по доллару пробивается на объеме, идет закрепление, то ближайшая цель по евро это сотка, а по доллару это в районе 82,5-85. Все, друзья, спасибо за внимание.